Приветствуем вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео мы хотим рассказать несколько интересных фактов. Надеемся, его просмотр будет вам не только интересен, но и полезен. Просим вас, при возможности, помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать нас на Бусти. Сейчас мы хотим поговорить о пиратах, о тех стереотипах, которые мы знаем про них, понять, справедливы ли эти стереотипы. Мы расскажем наиболее интересные факты о пиратах, а также вы услышите о самых богатых, самых невезучих и наоборот удачливых пиратах, о самых известных пиратах и о пиратах-женщинах. Да, женщины тоже занимались пиратством, и многие в этом весьма преуспели. Ссылку на источник материала для этого видео мы размещаем в описании. Итак, приступим. 1. Почему пираты носили повязку на глазу? В литературе и кинематографе многие пираты изображаются как мужчины с повязкой на одном глазу. Считается, что они носили ее не из-за того, что у них отсутствовал один глаз держался в темноте для того, чтобы в случае чего снять повязку и хорошо видеть в темном помещении вроде корабельного трюма. Эта версия однажды была проверена авторами программы «Разрушители легенд» и действительно, повязка помогает сохранить способность видеть в темноте, поскольку нам требуется в среднем 25 минут, чтобы адаптироваться к темноте. Пираты подготавливали один глаз к такой резкой смене освещения заранее и просто перемещали повязку с одного глаза на другой, когда это было необходимо. Версия правдоподобна, однако специалист по пиратам Ребекка Саймон считает, что в мире не существует ни одного доказательства того, что пираты носили такую повязку. Скорее всего, такой образ возник после выхода романа «Остров сокровищ», в котором пират Джон Сильвер изображается как мужчина со стеклянным глазом и одной ногой. Именно он впоследствии стал прообразом образа пирата в массовой культуре, а сам Джон Сильвер был срисован с действительно существовавшего пирата Эдварда Тича, который также известен под прозвищем «Черная борода». 2. Почему у пиратов были попугаи? Еще один элемент популярного образа пирата – это сидящий у него на плече попугай. Как и в случае с повязкой на глазу, исторических подтверждений тому, что разбойники держали говорящих птиц в качестве домашних животных, не существует. Образ пирата с попугаем на плече был создан все тем же Робертом Стивенсоном специально для романа «Остров сокровищ». Однако морские разбойники действительно перевозили на своих кораблях экзотических птиц. Дело в том, что многие из них были неописуемо красивы и умели разговаривать, и европейцы были готовы купить их за большие деньги. Попугаи были очень ценным товаром, так что неудивительно, что пираты брали их с собой. Несмотря на отсутствие доказательств, некоторые разбойники вполне могли владеть собственным попугаем. Эта дорогая птица могла подчеркнуть богатство, скрасить даже самое скучное плавание, а также была неприхотлива при содержании. 3. Пират с деревянной ногой, правда или миф? Еще одной особенностью пирата Джона Сильвера из «Острова сокровищ» является наличие деревянной ноги. Исторических подтверждений существования таких пиратов, опять же, не существует, однако полностью исключать этого нельзя. Морские разбойники занимались очень опасным делом, поэтому тяжелые травмы были частым явлением. Возможно, пираты с деревянной ногой действительно существовали. Считается, что автор «Острова сокровищ» создал персонажа с деревянной ногой во время путешествия по США. Он познакомился со многими ветеранами гражданской войны, которые получили серьезные увечья и были вынуждены пользоваться такими протезами. 4. Почему у пиратов был крюк вместо руки? Самый известный пират с крюком вместо руки – это капитан Крюк, один из главных персонажей романа Джеймса Барри «Питер Пен». Для некоторых это будет большой неожиданностью, но пираты с протезами руки действительно могли существовать. Человек мог лишиться руки, не только во время кровопролитной битвы конечность мог оторвать любой находящийся на борту трос. Согласно историческим данным, протезы рук появились в 300 году до нашей эры, и к золотому веку пиратства были сильно улучшены. Мужчины с крюками вместо руки существовали,
Однако после настолько серьезной травмы, они уже не могли считаться полноценными членами пиратской группы. Они становились бывшими пиратами. Братство пиратов выплачивало таким героям денежную компенсацию, которой более-менее хватало до конца жизни. Так что образ пирата с крюком вместо руки вполне соответствует действительности. 5. Почему пираты пили ром? Пьянство – еще один атрибут типичного пирата. Считается, что самым любимым алкогольным напитком пиратов был ром. Это чистая правда, потому что больше всего разбойники плавали в Карибском море, а находящиеся в этом регионе государства были известны производством именно этого напитка. На грузовых кораблях перевозили целые бочки с ромом, и пираты с удовольствием грабили эти судна. Вдобавок к этому считается, что во время долгих плаваний запасы воды часто портились. Чтобы предотвратить это, пираты добавляли в нее немного рома, чтобы убить опасные бактерии. Так что, скорее всего, многие пираты большую часть времени были хотя бы немного, но пьяны. В конечном итоге получается, что многие известные нам детали внешности пиратов – это всего лишь выдумка. В большинстве своем они выглядели как обычные моряки 17-18 века, за исключением некоторых суровых капитанов, которые могли иметь при себе дорогого попугая и одеваться в роскошную одежду, найденную в разграбленных кораблях. 6. Пираты верили, что серьги обладают целебной силой. Моряки верили, что драгоценные металлы в серьгах обладают целебными свойствами, способными исправить плохое зрение, а проколотые уши предотвращают морскую болезнь. Более того, они считали, что человек, носящий золотую серьгу, не может утонуть, так как этот аксессуар был своеобразным защитным талисманом. В то время как эти морские искатели приключений, возможно, ошибались относительно многих преимуществ ношения сережек, в чем-то они все-таки были правы. Аксессуар защищал их от потери слуха. Пираты, стрелявшие из корабельных пушек, прикрепляли к своим серьгам кусочки воска, чтобы создать подобие затычек для ушей. 7. Пираты месяцами носили одну и ту же одежду. Большинство пиратов носили одну и ту же одежду, пока она не приходила в негодность, поскольку в то время она была очень дорогой. Они не снимали вещи, даже когда ложились спать, потому что это было непрактично. Команда всегда должна была быть готова к любым непредвиденным событиям на корабле. Кроме того, находясь в море, пираты не имели возможности постирать одежду. Членам команды требовалось разрешение капитана на стирку. Нужно было ждать подходящей погоды, чтобы одежда быстро высохла. 8. Пираты использовали деревянную палочку в качестве зубной щетки. Когда мы представляем пирата, на ум сразу приходит образ человека, жующего деревянную палку с бандитским выражением лица. Правда в том, что эта палка нужна была не для того, чтобы выглядеть более устрашающе, а для того, чтобы чистить зубы. Хотя деревянные палочки были распространенным методом чистки зубов, они не всегда были под рукой. 9. Пираты были очень суеверны. У пиратов было много суеверий. Например, в реальной жизни моряки никогда не свистели на борту, поскольку верили, что тогда испортится погода. Пираты считали акул предзнаменованием гибели члена экипажа и верили в то, что дельфины, плавающие рядом с кораблем, принесут удачу. 10. Еда у пиратов была не самого хорошего качества. Как мы можем забыть капитана Барбосу и его сочное зеленое яблоко? В фильмах могло показаться, что у пиратов был разнообразный запас продовольствия, но на самом деле на борту было лишь то, что не испортилось бы в ходе длительных плаваний. Например, хлеб черствел, и после короткого пребывания в море в нем заводились долгоносики. Говядина высыхала до такой степени, что моряки использовали ее для изготовления пуговиц и пряжек для ремней. Даже пирату Генри Моргану и его команде, попавшим на мель в 1670 году, приходилось есть измельченные и жареные кожаные мешки. На кораблях пиратов не было холодильников, поэтому им нужна была еда на борту, которая долго сохраняла свежесть. Чаще всего они полагались на вяленое мясо и ферментированные овощи.
Они также могли содержать животных, способных обеспечить команду молоком, яйцами и в конечном итоге свежим мясом. 11. Пираты использовали дыру в корабле в качестве туалета. Сходить в туалет посреди моря было непросто. Моряки пользовались уборными, расположенными по бокам носа, то есть в передней части корабля. Так что не упасть за борт было задачкой не из легких. Только у капитана был личный туалет рядом с его каютой. Либо же пираты справляли нужду в ведро, а затем выливали содержимое за борт. 12. Стереотипный пиратский наряд был выдуман. Пираты, которых мы знаем из современных фильмов, могут иметь свой фирменный стиль, но эта экранная мода не совсем точна. Как рассказала историк Дафна Палмер Гианакопулос, автор книги «Пират по соседству», пираты носили типичную морскую одежду того времени, а капитаны и другие состоятельные люди носили более дорогие наряды. 13. Почему флаг с черепом и костями на пиратском корабле назывался «Веселый Роджер»? Хотя происхождение этого имени было утеряно, одна из теорий связана с использованием красных флагов. Столетия назад красный флаг обычно использовался во время морской войны, чтобы сигнализировать о том, что пощады не будет и любой захваченный будет немедленно убит. Теоретики утверждают, что французы прозвали его Джоли Рокф, довольно красный, но затем это было переведено на английский как «Веселый Роджер», Джоли Рогер. Другая теория предполагает, что «Веселый Роджер» происходит от старого Роджера, Old Roger, термина, обозначающего дьявола. 14. Не все пиратские корабли использовали флаг «Веселого Роджера». Пираты с Багамских островов специально заказывали свои флаги у вдовы парусного мастера, которая брала плату в бренди, а у Черной Бороды был свой собственный черный флаг с изображением скелета с рогами. В одной руке скелет держал песочные часы, а в другой – копье, указывающее на сердце, из которого капает 3 капли крови. 15. Существовали и женщины-пираты. Среди известных пираток Мэри Рид, Энн Бонни, Грейс Амели и Чин Си. Далее мы расскажем подробнее о самых известных пиратах, в том числе женщинах. 16. Грог, смесь рома, воды, лимонного сока и сахара, был любимым напитком пиратов. 17. Пираты не всегда закапывали свои сокровища. Некоторые пираты заранее хотели получить свою долю от добычи. Сокровища не всегда включали золото или серебро. По большей части это была еда, древесина, ткани, шкуры животных. Легенд о закопанных пиратских кладах существует множество, гораздо больше, чем самих кладов. Из знаменитых пиратов лишь об одном достоверно известно, что он действительно закопал сокровища, это сделал Уильям Кит, надеясь использовать их как выкуп, если его поймают. Ему это не помогло, после поимки он был тут же казнен как пират. Обычно же пираты не оставляли после себя больших состояний. Расходы пиратов были велики, команды многочисленны, а за каждым членом команды, включая и капитана, наследовал кто-то из его друзей-сослуживцев. При этом, понимая, что их век недолог, пираты предпочитали сорить деньгами, а не прятать их из-за весьма ненадежного будущего. 18. У каждого пиратского корабля были свои правила и кодекс. С ними должны были быть согласны все пираты. Они включали правила, как будет разделена добыча, обязанности и ожидания от членов корабля. Сложно поверить, но одним из самых распространенных правил было запрещение боевых действий на борту. Если 2 пирата ссорились, им приходилось ждать и драться на суше. 19. Черная Борода был самым опасным пиратом. Перед тем, как захватить корабль, Черная Борода, он же Эдвард Тич, вплетал коноплю в бороду и поджигал ее для устрашения. Черная Борода был не только одним из самых известных, но и одним из наиболее жестоких пиратов в истории. Настоящее его имя было Эдвард Тич. Его 40-пушечный фрегат «Месть королевы Анны» наводил ужас на всех путешественников, потому что было известно, пленных Черная Борода не берет. Если другие пираты порой высаживали команду в шлюпки,
пусть без еды и воды, или задерживали знатных пленников, чтобы получить за них выкуп, то Тич, захватив корабль, первым делом убивал всех, кто находился на борту, а уж потом подсчитывал добычу. 20. У пиратов была сложная почтовая система и пенсионный план. У пиратов были обширные сети на суше, которые позволяли им оставаться на связи с внешним миром. У них была своего рода почтовая система, корабли, переправляющие письма, которая позволяла им общаться с родственниками, и даже пригородные перевозки, чтобы доставлять уходящих на пенсию пиратов из их знаменитых мест на Мадагаскаре в более приземленные места в Америке. 21. У пиратов был свой золотой век пиратства, а само пиратство существовало еще в древности. Историки нашли свидетельства существования пиратов в Средиземном море еще в 1353 году до нашей эры. В то время египетский фараон Эхнатон жаловался на пиратов, совершавших набеги на его прибрежные города и порты. По данным королевских музеев Гринвича, пираты также угрожали торговым путям Древней Греции и грабили грузы зерна и оливкового масла с римских кораблей. Однако есть определенный промежуток времени, который назвали «золотым веком пиратства». Период между 1650 и 1720 годами был периодом, когда эти морские нарушители закона достигли пика своей славы, согласно National Geographic. По данным королевских музеев Гринвича, за это время печально известные пираты, такие как Черная Борода и Генри Морган, сделали себе имена. 22. Карты были также дороги пиратам, как золото или серебро. Пираты, возможно, искали золото, серебро, драгоценности и ром, грабя корабли, но они также искали кое-что не менее ценное – карты. Например, National Geographic описывает один конкретный украденный испанский атлас 1680 года как чрезвычайно ценную пиратскую добычу. Рукопись была наполнена ценной навигационной информацией, включая карты, схемы и описания различных мест. Это было настолько ценно, что пират Бартоломью Шарп напечатал красочную английскую версию и преподнес ее королю Англии, подарок, который, возможно, спас его от казни. 23. Пираты также любили красть книги. По данным National Geographic, некоторые члены пиратских команд были грамотными и имели важное значение для чтения навигационных карт. Книги порой становились частью добычи, украденной пиратами. 24. Пираты соблюдали строгие правила и даже ввели комендантский час. Пираты следовали строгому набору правил, а именно пиратскому кодексу. Хотя точные детали пиратского кодекса варьировались от корабля к кораблю, большинство из них содержало схему дисциплинарных мер и то, как они будут разделять украденные товары. Кодексы также включали некоторые необычные правила поведения. Например, в 1722 году капитан Бартоломью «Черный Барт» Робертс разработал кодекс, который устанавливал, что огни и свечи должны гаснуть в 8 часов ночи. Если кто-либо из команды после этого часа все еще оставался выпивать, это нужно было делать на открытой палубе. 25. Жизнь на пиратских кораблях часто была более цивилизованной, чем жизнь на торговых судах. С моряками торговых судов обращались и платили плохо, и иногда жизнь пирата оказывалась более справедливой. Капитаны и владельцы многих торговых судов очень плохо обращались с моряками. Им давали плохие пайки, лишали жалования в конце путешествия, часто кормили испорченной едой и помещали на суда, на борту которых умышленно не хватало провизии. Так что в некотором смысле стать пиратом было даже весьма выгодным предприятием. 26. Пираты внесли свой вклад в местную экономику. Пираты тратили прибыль от различных грабежей в портах каждый раз, когда заходили в док, а это означало, что эти города выигрывали так же, как сегодня круизные портовые города извлекают выгоду из потока денежных средств посетителей. Пиратство также открывало возможности для бедняков, которые в противном случае могли бы не иметь работы. 27. Пираты высаживали проблемных членов экипажа,
на необитаемый остров. Это одно из самых пугающих действий пиратов. По данным National Geographic, если кто-то на борту вызывал проблемы, его отправляли на необитаемый остров и оставляли умирать. И как и в фильмах, им часто давали пистолет, способный сделать лишь один выстрел, чтобы высаженный пират мог быстро положить конец всему. 28. Однажды пиратская команда украла вещи, стоимость которых эквивалентна $200 миллионам. Капитан Генри Эвери и его команда однажды ограбили судно и скрылись с уловом денег, драгоценностей, золота, серебра и слоновой кости. 7 сентября 1695 года флотилия кораблей индийских паломников отправилась на ежегодное паломничество в Мекку. В их составе был нагруженный сокровищами Доу Ганши Саваи эскорт. Объединив силы с несколькими пиратскими судами, Эвери оказался во главе небольшой пиратской эскадры из 4 кораблей. Вместе они смогли овладеть богатствами паломников, и это нанесло значительный ущерб хрупким отношениям Англии с монголами. Тайный совет и Ост-Индская компания предложили за поимку пирата 500 фунтов стерлингов, огромную сумму, в то время это был первый зарегистрированный международный розыск в истории. Поймать Эвери не удалось. 29. Одним из самых могущественных пиратов в истории была женщина, которая командовала более чем 300 кораблями. На кораблях служили от 20 тысяч до 40 тысяч человек, подчиняющихся ее приказам. Госпожа Джен считается одним из самых могущественных пиратов в истории. Первоначально вместе со своим мужем мадам Чинг возглавила то, что было известно как флот Красного Флага, когда он умер. По словам историка Ребекки Саймон, в 1810 году китайское правительство пообещало амнистию и помилование всем китайским пиратам. На этом этапе мадам Чинг накопила столько богатства, что решила, что пора закончить свою карьеру пиратской королевы. Она приняла предложение правительства и сохранила свою добычу. Она использовала свое состояние, чтобы открыть игорный дом, которым управляла до самой смерти в 1844 году в возрасте 69 лет. 30. В XVIII веке Багамы были раем для пиратов. Багамские острова, сегодняшний респектабельный курорт, и его столица, город Нассау, когда-то были столицей морского беззакония. В XVII веке на Багамах, формально принадлежавших британской короне, не было губернатора, и бразды правления с готовностью взяли в свои руки пираты. В то время на Багамах проживало больше 1000 морских разбойников, а в гаванях острова швартовались эскадры самых знаменитых пиратских капитанов. Город Нассау пираты предпочитали называть на свой лад Чарльстауном. Мир на Багамы вернулся лишь в 1718 году, когда британские войска, высадившись на Багамах, вернули себе контроль над Нассау. 31. Бартоломью Робертс – самый успешный пират в истории. Бартоломью Робертс по прозвищу «Черное сердце» считается самым успешным пиратом в истории морской вольницы. Робертс, промышлявший на морях с начала XVIII века, был смел и удачлив. Его храбрость среди пиратов считалась легендарной. В отличие от большинства морских разбойников, он не боялся атаковать военные корабли и превосходящие силы противника, зачастую одной дерзостью превращая поражение в победу. На вершине его пиратской карьеры, в 1719 году, под его началом находились около 400 кораблей. Историки описывают Робертса как высокого красавца со склонностью к щегольству. Увы, век пирата недолог. Бартоломью Робертс погиб в морском сражении в 1722 году и был похоронен в море своей командой. 32. Среди пиратов были представители всех слоев общества. Среди морских разбойников были не только бедняки, ушедшие в море за отсутствием иных средств к существованию, или беглые преступники, вовсе не знавшие возможности легального заработка. Были среди них и люди из богатых и даже знатных семей. Например, известнейший пират Уильям Кит, капитан Кит, был сыном шотландского дворянина. Изначально он был офицером британского военно-морского флота
и охотником за пиратами, но врожденная жестокость и страсть к приключениям толкнули его на другую стезю. В 1698 году под прикрытием французского флага Кит захватил британский купеческий корабль, груженный золотом и серебром. Когда первый же приз оказался столь впечатляющим, мог ли Кит отказаться от продолжения карьеры? 33. Прогулка по Рее была редким наказанием. Если судить по фильмам, самым распространенным способом казни у пиратов была прогулка по Рее, когда человека со связанными руками заставляли идти по тонкой рее, пока он не свалится за борт и не утонет. На самом деле, такое наказание было редкостью и применялось лишь к заклятым личным врагам, чтобы увидеть их страх или панику. Традиционным наказанием было протаскивание под килем, когда наказанного за непослушание пирата или строптивого пленного с помощью веревок спускали за борт и протаскивали под днищем корабля, вытаскивая с обратной стороны. Хороший пловец в ходе наказания запросто мог не захлебнуться, однако тело наказанного оказывалось так изрезано ракушками, облепившими днище, что выздоровление занимало долгие недели. Наказанный запросто мог умереть, причем опять-таки, скорее от ран, чем от утопления. 34. Пираты ходили по всем морям. После фильма «Пираты Карибского моря» многие считают, что гнездом мирового пиратства были центральноамериканские моря. На самом деле, пиратство было одинаково распространено во всех регионах, от Британии, чьи каперы, пираты на королевской службе, наводили ужас на европейские суда, до Юго-Восточной Азии, где пиратство оставалось реальной силой, вплоть до 20 века. А уж набеги северных народов на города Древней Руси по рекам были самыми настоящими пиратскими рейдами. 35. Пиратство как способ заработать на жизнь. В трудные времена многие охотники, пастухи и лесорубы уходили в пираты не за приключениями, а за банальным куском хлеба. Это в особенности касалось жителей стран Центральной Америки, где в 17-18 веках шла нескончаемая битва европейских держав за колонии. Постоянные вооруженные стычки лишали людей не только работы, но и их родного дома, а морское дело жителей приморских поселений знали с детства. Вот и уходили они туда, где у них был шанс быть сытым и не слишком задумываться о завтрашнем дне. 36. Далеко не все пираты были людьми вне закона. Государственное пиратство – феномен, существовавший с древних времен. Берберские корсары служили Османской империи, дюнкерские каперы состояли на службе у Испании, а Британия в эпоху владычества над океаном держала целый флот каперов, военных судов, захватывавших торговые корабли противника, и корсаров, частных лиц, занимающихся тем же промыслом. Несмотря на то, что государственные пираты занимались тем же ремеслом, что их вольные собратья, разница в их положении была огромной. Захваченные в плен пираты подлежали немедленной казни, тогда как корсар с соответствующим патентом мог рассчитывать на статус военнопленного, скорый выкуп и государственную награду, подобно Генри Моргану, получившему за корсарскую службу пост губернатора Ямайки. 37. Пираты существуют и сегодня. Сегодняшние пираты вместо абордажных сабель вооружены современными автоматами, а парусным судам предпочитают современные скоростные катера. Однако действуют они столь же решительно и безжалостно, что их древние предшественники. Аденский залив, Малакский пролив и прибрежные воды острова Мадагаскар считаются самыми опасными местами с точки зрения нападения пиратов, и гражданским судам не советуют заходить туда без вооруженного конвоя. Какие бывают пираты? Буканиры – синоним флибустьеров в англоязычных странах. Позднее пираты, нападающие на корабли близ берегов Америки. Буканьеры, от французского баукан – решетка для копчения мяса, изначально охотники с Гаити, которые продавали мясо проплывающим мимо кораблям. Поняв, что пиратство более прибыльное занятие, стали нападать на испанские корабли и колонии. Начиная с 17 века их часто путают с буканирами. Корсары, изначально поданные государств Северной Африки, получившие лицензию на разбой в Средиземном море.
позже синоним приватиров в романских странах. Пираты – морские разбойники, нападающие на суда по собственному желанию, в этом их основное отличие от приватиров. Приватиры, каперы, корсары – частные лица, получившие от государства лицензию, которая позволяет нападать на корабли другой державы, обычно враждебной, в обмен на долю в добыче. В случае поимки приватиры могли рассчитывать на протекцию государства, выдавшего патент. Флебустьеры – морские разбойники, нападающие на испанские корабли и колонии в Карибском море и Южной Америке с разрешения державы, выдавшей каперскую лицензию, преимущественно в XVII-XVIII веках. Самые известные пираты. Эдвард «Черная борода» Тич, 1680 год, 1718 год, Англия. Для большего устрашения «Черная борода» прикреплял к шляпе мушкетные фитили и поджигал их, отчего еще сильнее походил на дьявола. Корабль Queen Anne's Revenge. История. Несмотря на всемирную славу, Тич промышлял разбоем всего несколько лет. В 12 он поступил на службу в британский военный флот, вскоре стал приватиром и предположительно участвовал в войне за испанское наследство. После заключения Утрехтского мира «Черная борода» не смог вернуться к прежней жизни честного моряка и примкнул к флебустьерам под командованием Бенджамина Хорниголда. Вскоре Тич обзавелся собственным кораблем, отобрав судно у французских работорговцев и переоснастив его мощными пушками. Кульминацией его пиратской карьеры стала блокада порта Чарльстона в 1718-м. За несколько дней флотилия «Черной бороды» захватила 9 кораблей, проходивших через гавань. Большинство заложников оказались состоятельными пассажирами, а потому богатые родственники не пожалели денег на выкуп. Тич был хорошим стратегом и нередко захватывал суда без единого выстрела. Устрашающий образ морского дьявола, густая и сине-черная борода, агрессивный стиль фехтования, несколько сабель и мушкетов внушал противникам ужас, и те сдавались без боя. Гибель. Подкупив губернатора Северной Каролины вскоре после блокады, «Черная борода» получил королевское помилование, однако быстро вернулся к беззаконию. Некоторое время спустя Тича настиг отряд под командованием Роберта Мейнарда, лейтенанта британского королевского флота. По легенде, Тич умер только когда получил 4 пули и пару десятков ножевых ранений, забрав с собой на тот свет половину команды противника. Сэр Генри Рыжий Морган, 1635 год, 1688 год, Уэльс. Корабль Satisfaction. История. Генри Морган – один из самых успешных приватиров в истории. Устроившись юнгой на корабль, шедший в Барбадос, Морган заработал немного денег. Этого хватило, чтобы в складчину с парой друзей купить небольшой корабль, на котором он был избран капитаном. Уже в первом плавании Морган продемонстрировал лидерские качества, и вскоре к нему стали присоединяться другие капитаны. Захватив десятки испанских судов, приватир начал нападать на испанские города, под натиском его флотилии сдались Пуэрто-дель-Принсипи, Портобелло и Маракайбо. В морских сражениях Морган не стеснялся жестоких методов. Говорят, во время одного нападения его команда прикрывалась живыми щитами из рабов и заложников. Венцом его пиратской карьеры стал захват и полное разграбление Панамы в 1671 году. Однако по возвращении из экспедиции Моргана взяли под арест. Оказывается, незадолго до этого Англия и Испания подписали Мадридский договор. Его Морган, поданный английской короны, и нарушил, напав на Панаму, которая находилась в испанской юрисдикции. Но капитану повезло, за былую службу Англии он был прощен, награжден титулом и отправлен править Ямайкой в чине вице-губернатора. Морган был далеко не благородным воином. Смельчака, который вызвал его на дуэль на шпагах, после встречи с капитаном нашли с простреленной шеей. Гибель. Скончался от цирроза печени в губернаторских покоях в возрасте 53 лет. Джек Ситцевый Джек Рекхем, 1682 год, 1720 год, Англия. Свое прозвище Джек получил из-за пристрастия к одежде из яркого индийского ситца, калика, контрабандой которого занимался. Корабль Рейнджер.
История. Рекхем родился в семье бедного портного и в юности подался на службу в британский флот. Работа оказалась нелегкой, и в поисках лучшей жизни Джек попал в команду пирата Чарльза Вейна. Во время одного из сражений Вейн захотел сбежать. Команда жаждала крови, Рекхем воспользовался этим, возглавил бунт и стал новым капитаном. В должности капитана рейнджера Рекхем завладел торговым судном «Кингстоун», но трофей не удалось удержать, оба корабля были захвачены охотниками на пиратов. Рекхем, опечаленный неудачей, долго скитался по тавернам, пока не повстречал Энн Бонни и не вернулся к пиратской жизни вместе с ней. Позже в одном из совместных набегов они познакомились и с Мэри Рид. Объединившись, именитая троица продолжила промышлять набегами на небольшие торговые и рыбацкие судна. Гибель. Рекхем умер типичной пиратской смертью, попался на краже корабля в Нассау и был приговорен к повешению. Тело Джека еще долго висело при входе в гавань Кингстон в назидание искателям легкой наживы. Орудж, 1473 год, 1518 год, и Хайреддин Барбаросса, 1475 год, 1546 год, Османская империя. Корабль неизвестно. История. Братья Барбаросса, уроженцы греческого острова Лесбос, создали целую пиратскую империю, став грозой Средиземноморья. Еще в юности Орудж примкнул к турецким пиратам и стал промышлять разбоем. В одном из очередных набегов он попал в плен к ионитам, рыцарям католического ордена, откуда его позже вызволил младший брат. После освобождения пират продолжил разбойничать на море под покровительством турецкого султана, но после смены власти бежал в Тунис, где поступил на службу к местному правителю. Впечатленный морскими победами Барбароссы, тот подарил ему целый остров, где пират разместил свою флотилию. После серии успешных налетов на поселения Сицилии и Лигурийского побережья Орудж захватил Алжир, а затем стал его султаном. Хайреддин продолжил дело брата, унаследовав власть после его смерти. В 1518 году на Алжир напали испанцы, потребовав немедленной сдачи города. Но начался сильный ураган, и почти вся испанская армия была уничтожена, а Барбаросса-младший без труда добил остатки флота. Самым известным морским сражением в биографии Хайреддина стала битва у Привези в 1537 году. Тогда на поле боя встретились Османская империя, возглавляемая Барбароссой, и объединенные силы Испании и итальянских государств. Несмотря на численное превосходство противника, 122 судна Османской империи против 600 галер христиан, турецкая армия одержала победу. Гибель. Из-за натиска испанцев удерживать позиции в Алжире становилось все тяжелее, и Орудж отправился за подмогой к марокканскому султану. По пути он столкнулся с испанской армией у реки Саланда и погиб в битве. Хайреддину повезло больше брата, он умер в почтенном возрасте в собственном Стамбульском дворце. Самые богатые пираты. Сэмюэль Черный Сэм Беллами, 1689 год, 1717 год, Англия. В команде Беллами на равных правах с остальными служили как дети самому юному члену экипажа, было меньше 11 лет, так и темнокожие, что было редкостью. Корабль вида. История. Беллами считается самым богатым пиратом в истории. Его состояние перевалило за 120 миллионов долларов в современном эквиваленте, здесь и далее расчеты Forbes в 2010 году. На морские приключения бывшего матроса Сэма Беллами подвигла любовь, в его жизни появилась женщина, а средств на счастливую семейную жизнь не хватало. Беллами набрал команду и решил поискать деньги в трюмах испанских галеонов, сначала затонувших, а потом и курсирующих. Скоро Сэму улыбнулась удача, и он захватил рабовладельческий фрегат Уида, полный золота и серебра. Так Черный Сэм стал самым богатым буканиром в истории. Гибель. Заполучив долгожданный трофей, Черный Сэм отправился назад к своей избраннице. Но влюбленным не суждено было встретиться вновь. Фрегат попал в шторм и затонул. Выжить удалось лишь 2 матросам. Останки Уиды нашли только в 1982 году. Сэр Фрэнсис Дрейк,
1540 год, 1596 год, Англия. Пролив Дрейка между Огненной землей и Антарктидой назван в честь известного английского приватира. Корабль Golden Hind до кругосветного путешествия Пеликан. История. Получив в наследство от дальнего родственника небольшое судно, Дрейк уже в 18 лет стал полноправным капитаном, а позже и приватиром на службе у британской короны. Этот человек многое сделал для Англии, за его плечами экспедиции в Мексику и Карибский регион, десятки разграбленных вражеских городов, а также вклад в сокрушение непобедимой армады, сильнейшего испанского военного флота того времени. Самое известное предприятие Дрейка – кругосветное плавание. Целью путешествия было открытие Тихоокеанского побережья Америки. По возвращении из экспедиции Дрейк привез на родину сокровища на 600 тысяч фунтов стерлингов. За честную службу короне он был удостоен рыцарского звания. Всего за время странствия он заработал более 115 миллионов долларов по современным меркам. Гибель. Как и Генри Морган, Дрейк умер не пиратской смертью, слег от дизентерии. Томас Род-Айлендский пират Тью, год рождения неизвестен, 1695 год, Англия. Корабль Амити. История. Томас Тью был не только владельцем несметных богатств, его состояние оценивается в более чем 103 миллиона современных долларов, но его пиратская карьера продлилась недолго. Начав как английский приватир с отрядом из 46 человек, Тью вскоре переквалифицировался в пираты. Первое плавание оказалось успешным по чистой случайности. Полный сокровищ огромный корабль с гарнизоном из 300 человек сдался без боя. Гибель, а вот второе плавание стало для него последним. Тью нашел свою смерть от пушечного ядра, когда на конвой империи Великих Моголов напало, объединив усилия, несколько пиратских кораблей. Бартоломью Черный Барт Робертс, 1682 год, 1722 год, Уэльс. Черный Барт любил пощеголять в изысканных нарядах. Так и не скажешь, что перед нами опасный пират. Корабли Royal Rover и Royal Fortune. История. Черный Барт – один из самых удачливых морских волков золотого века пиратства. За 3 года он потопил более 400 кораблей и сколотил состояние, превышающее 32 миллиона долларов. Большую часть жизни Робертс трудился помощником капитана на невольничьем судне, пока однажды корабль не атаковали пираты близ берегов Африки. Хоуэлл Дэвис, капитан нападавших, заметил рослого Робертса и предложил ему, а заодно и остальной команде, послужить под его началом. Благодаря таланту к навигации Черный Барт быстро снискал уважение пиратов. После гибели Дэвиса в одном из сражений Робертс был избран новым капитаном, и это после всего 1,5 месяцев службы на пиратском судне. С этого момента фортуна ему улыбалась, флот Черного Барта разрастался, о его успехах говорила вся Атлантика, а моряки мечтали присоединиться к команде одаренного капитана, кстати, не только отличного стратега, но и модника. Моряки, которые были не в ладах с дисциплиной, надолго не задерживались в команде Черного Барта. Спиртное и азартные игры находились под запретом, пока корабль не достигнет суши. А вот воскресные молитвы были обязательным ритуалом для всего экипажа. Гибель. Когда флагман Робертса дожидался возвращения одного из кораблей с очередного предприятия, Королевскую Фортуну атаковали британцы. Капитан погиб от ранения картечью, и команда сразу сдалась. Самый невезучий пират. Уильям Кит, 1645 год, 1701 год, Шотландия. Искатели приключений долго охотились за кладом капитана Кида. Регулярно появлялись фальшивые карты и письма, якобы ведущие к сокровищам. Корабли Quebec Merchant, Adventure. История. Если бы не громкий судебный процесс, итоги которого до сих пор вызывают споры, история Кида повторила бы историю жизни любого пирата. Поначалу его карьера складывалась удачно, но однажды он напал на корабль, где везли грузы Остинской компании, и за его голову объявили награду. Узнав, что за ним охотятся, пират спрятал свои сокровища на острове Гардинерс на случай, если придется платить выкуп. Власти настигли Кида в Бостоне,
откуда его переправили в Англию для суда. Гибель, выкуп не потребовался. Несмотря на то, что капитан был капером и действовал в рамках закона, корабль, на который напал Кит, формально не принадлежал Остинской компании, его приговорили к повешению. К слову, казнь тоже не удалась, палач справился со своей работой только на 3-й раз. Тело Кида облили смолой и подвесили на берегу Темзы. Самый удачливый пират. Генри Долговязый Бен Эвери, 1650 год, 1699 год, Англия. Пиратские подвиги Генри Эвери вдохновили Чарльза Джонсона, предположительно псевдоним Даниэля Дефо, на создание комедии «Удачливый пират». Корабль «Фэнси». История. Генри Эвери, от рождения Генри Бриджмен, сын капитана торгового судна, еще в детстве испытывал тягу к морским приключениям. Поступив юнгой на корабль работорговцев «Карл II», к 1694 году он дослужился до должности помощника капитана. В то время команда переживала тяжелые времена, фрегат простаивал в гавани, а матросы не получали жалования. Поэтому вскоре начался бунт. Зачинщиком стал Эвери, которого и выбрали новым капитаном. Получив контроль над судном, Эвери взял курс на Мадагаскар, разграбив по пути несколько голландских и французских кораблей. Британцев он не атаковал, капитан подписал декларацию о ненападении, но действовала она только если встречный корабль даст специальный сигнал. Это гарантировало защиту от непредвиденной атаки Остинской компании, главного противника пиратов. Теперь, согласно договору, обе стороны формально действовали во благо Англии. Улучшив быстроходность флагмана, команда Эвери отправилась на охоту за сокровищами индийских паломников вместе с Томасом Тью и другими капитанами. В ходе кампании пираты захватили 2 крупнейших корабля флотилии индусов Фат Махмамади и Ганги Савай. Кроме серебра и золота, Эвери получил главный трофей – дочь великого могола, на которой позже женился. Долговязый Бен слукавил, пообещав поделиться награбленным с другими капитанами, погрузив добычу на свой быстроходный флагман. Вместо назначенного места Эвери отправился на Карибы, а затем обратно в Англию. Гибель. Точных сведений о том, как погиб Эвери, нет, то ли пал в сражении, то ли умер в нищете. Самые жестокие пираты. Франсуа Бич, испанцев, Алони, 1630 год, 1671 год, Франция. Зная методы Алони, испанцы предпочитали сражаться до последней капли крови. Корабль ККР. История. Франсуа Алони, при рождении Жан-Давид Но, прослыл самым жестоким флибустьером в истории. В юности его пленили и продали в рабство испанцы, и Франсуа посвятил свою жизнь охоте на них. Уже в первом крупном походе он обезглавил всех членов вражеского экипажа, оставив в живых только одного матроса, чтобы тот поведал миру о французском биче испанцев. Собрав флот из 8 кораблей, он доставил немало хлопот испанским кораблям и их колониям в Южной Америке. О его жестокости ходят легенды. Говорят, однажды, попав в засаду, Алони вырвал из груди одного из заложников сердце и разорвал его зубами. Нападающие так испугались, что капитану удалось воспользоваться замешательством и бежать. Гибель, по иронии судьбы, Алони с остатками команды попал в руки каннибалов, где был разорван на части и зажарен. Даниэль Монбар, истребитель Монбар, 1645 год, 1707 год, Франция. Корабль неизвестно. История. Буканир Даниэль Монбар был еще одним легендарным французским истребителем испанцев. Ненависть к Испании воспылала в нем после прочтения книг о зверствах конкистадоров и усилилась после гибели дяди в сражении с испанскими кораблями. После этого Монбар направил все свои силы на истребление испанцев в Новом Свете. Этот пират был известен изощренными пытками. Например, он нередко вспарывал жертве живот, извлекал кишки и приколачивал их к мачте. Несчастного заставляли танцевать вокруг, подгоняя горящей деревяшкой. Гибель. Обстоятельства смерти Монбара неизвестны. Эдвард Нет Лоу, 1680 год, 1721 год, Англия. Команда Лоу устала от кровожадности своего капитана и высадила его на необитаемый остров.
Корабли Мэри Крисмас, Фэнси, Ребекка и другие. История. Родившись в трущобах, Лоу был обречен стать преступником. Однажды судьба завела его на каботажное судно. Там он повздорил с капитаном и застрелил его, после чего начал пиратствовать на его корабле. Методы Неда отличались особой жестокостью. Он отрезал ножом пленникам уши и носы, вырезал сердца, ставил жертве между пальцев зажженные фитили. Капитан держал в страхе и команду. Проявление трусости в сражении каралось смертью, запрещалось утаивать награбленное золото, проносить на борт недозволенное оружие и играть в азартные игры. Гибель. Предположительно, Лоу погиб от рук французов на острове Мартиника. Чарльз Уэйн, 1680 год, 1721 год, Англия. Корабль «Рейнджер». История. Чарльз Уэйн изначально был капером, но его быстро перестало устраивать количество награбленного, и он увлекся пиратством. Чарльз отличался особой жестокостью. Как-то раз его команда повесила человека, но тот чудом выжил. Тогда пленнику перерубили ключицу и подожгли судно, на котором он плыл, но он снова спасся, добрался до суши и поведал о варварских методах Уэйна. После этого капитан стал осмотрительнее, теперь при допросе жертву связывали и выжигали ей глаза. Уэйн не церемонился и с собственной командой, обсчитывал при разделе добычи, нарушал обещания словом, был настоящей занозой и для друзей, и для врагов. В итоге Джек Рекхем положил конец тирании Уэйна. Гибель. Вскоре после низложения с должности Уэйна пленили и отдали под суд, который приговорил его к казни через повешение. Самые пиратские женщины. Энн Бонни, 1700 год, 1782 год, Ирландия. Энн отличалась буйным нравом. Еще до того, как стать пираткой, она голая по пояс разъезжала по окрестностям, а однажды зарезала служанку. Корабль «Рейнджер». История. Энн Бонни была дочкой плантатора и завидной невестой. Но светская жизнь ей наскучила, а потому она, охваченная страстью к морским приключениям, сбежала с простым матросом. За короткое время Энн успела разочароваться в новоиспеченном супруге, загреметь в тюрьму и совершить несколько путешествий по новому свету. В одной из таверн Бонни встретила Джека Рекхема, он-то и научил ее плохому. Энн была настоящей пираткой, сквернословила и сражалась наравне с мужчинами, порой превосходя их в храбрости и жестокости. Гибель. Когда команду Рекхема схватили, казнь Энн отложили из-за беременности. Но о ее дальнейшей судьбе ничего не известно. По одной версии, она погибла во время абордажа, по другой вернулась к первому мужу или отцу и умерла в почтенном возрасте. Жен-мадам Цзиньши, 1785 год, 1844 год, Китай. После смерти первого мужа мадам Цзинь вышла замуж за своего пасынка, они предположительно были одного возраста. Корабль неизвестно. История. Жизнь мадам Цзинь напоминает своеобразную историю Золушки от обычной проститутки до самого грозного пирата в Азии. Ее приметил отпрыск одной из самых влиятельных пиратских семей Китая, Джен И, и вскоре они поженились. Через несколько лет Джен И погиб. Девушка унаследовала от мужа флотилию из 400 кораблей, которая со временем выросла до 1500 судов и принялась бесчинствовать на китайском побережье, порой заплывая вглубь континента по рекам. Несколько раз власти пытались укротить китайскую королеву пиратов, но даже начав проигрывать, она ухитрилась заключить перемирие с императором. Джен Ши была строгим капитаном, на корабле соблюдалась железная дисциплина, изнасилование пленниц каралось смертью, а за мелкие проступки матросам резали уши. Гибель, приличное состояние и перемирие с властями позволили мадам Цзинь отойти от пиратских дел. Вскоре она стала хозяйкой игорного дома и борделя. Там она дожила до приличных по тем временам 60 лет и умерла от естественных причин. Мэри Рид, 1690 год, 1721 год, Англия. Наиболее вероятные версии гибели Мэри – неудачные роды или убийство. Корабль «Рейнджер». История. Мэри Рид всю жизнь была вынуждена притворяться мужчиной. В детстве мама,
чтобы скрыть от богатой свекрови незаконнорожденную дочь, переодевала ее, выдавая за умершего в младенчестве сына. Повзрослев, Рид прикинулась мужчиной и вступила в пехотный полк. Там она влюбилась в своего сослуживца. Чувство оказалось взаимным, и молодые поженились. Но семейное счастье продлилось. Недолго после безвременной кончины мужа Мэри снова пришлось надеть мужское платье. В итоге торговый корабль, на котором плавала Мэри, был захвачен командой Рекхема, как мы уже знаем, он хорошему не научит. Гибель, как и Бонни, Мэри была захвачена вместе с командой Рекхема, но приговор также отсрочили из-за беременности. Однако ей повезло меньше, девушка умерла в тюрьме при невыясненных обстоятельствах. Грейс Лысая Грайни Амели, 1530 год, 1603 год, Ирландия. Перед встречей с пираткой королева задала Грейс 18 вопросов, чтобы понять, не замышляет ли та восстание. Корабль? Неизвестно. История? Грейс была родом из ирландского клана, издавна промышлявшего пиратством. За свою жизнь она успела покомандовать флотом из 20 кораблей, одержать немало побед и стать матерью 4 детей. А свое прозвище «Лысая Грайни» получила, отрезав волосы в ответ на слова отца, что женщина на корабле – дурная примета. После серии побед и потерь, когда жизнь Амели клонилась к закату, ее флот конфисковали во многом из-за сэра Ричарда Бингама, губернатора Канахта, который разорил ее земли и продолжал ее преследовать. Не зная, к кому обратиться, Грейс стала просить защиты у королевы Елизаветы I. Заступничество монарха помогло, и хотя Амели поклялась не переступать черту закона, она с сыновьями пиратствовала до самой смерти. Гибель, по разным версиям, Грейс умерла или при абордаже, или естественной смертью. Сейди Коза Фаррелл, середина XIX века, США, корабль, неизвестно. История, об этой пиратке известно немногое, даже годы ее жизни остаются загадкой. Из-за привычки бить врагов головой Сейди, получила прозвище «Коза». В детстве она промышляла бродяжничеством в Нью-Йорке. Там же повстречала своего недруга, Галус Мэг, в драке с которой лишилась уха. После нескольких лет разбоя в Гудзонском заливе и речного пиратства Сейди вернулась в Нью-Йорк, где позже заключила перемирие с Мэг. В ответ Мэг вернула Сейди оторванное ухо, которое та носила в медальоне до конца жизни. Гибель? Неизвестно. Самые знаменитые вымышленные пираты. Капитан Джек Воробей. Корабль Блэк Пёрл. Историю про капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря» слышал, наверное, каждый. Добряк Джек побывал во многих передрягах, его занесло даже на тот свет, откуда его вытащили друзья, правда, они же его туда и отправили. Хотя образ Джека не назовешь исторически точным, например, в «Береговое братство» принимали только буканиров и приватиров, персонаж вышел привлекательный. Кстати, Джек Воробей – еще и самый богатый вымышленный пират в мире, 5 фильмов с Джонни Деппом собрали более 4,5 миллиардов долларов. Такому состоянию позавидует любой пират. Джеймс Крюк. Корабль Джоли Рогер. История. Капитан Крюк – главный антагонист Питера Пэна, героя книг Джеймса Барри. Он потерял руку в схватке с Питером, который скормил отрубленную конечность крокодилу. С тех пор зверь следует за Крюком по пятам в надежде проглотить оставшиеся части тела. Нередко Крюк заставляет своих жертв ходить по планке, но эта казнь не пользовалась популярностью у настоящих пиратов. Джон Сильвер. Корабли Валрус, Хиспаньола. История. Персонаж, придуманный Робертом Льюисом Стивенсоном, как и весь роман «Остров сокровищ», породил почти все современные стереотипы о пиратах. Так, Сильвер был одноногим, а на его плече восседал говорящий попугай капитан Флинт. После смерти друга Сильвер некоторое время заведовал таверной, но вскоре вновь отправился в море на поиски сокровищ. И хотя с виду Сильвера не назовешь подозрительным типом, с ним лучше быть настороже, он невероятно хитер и умен. Питер Блад. Как и подобает рыцарям, у Питера Блада есть дама сердца, прекрасная Арабелла, в честь которой он назвал и свой флагман. Корабль Арабелла. История.
До того, как податься в пираты, Блад успел получить медицинское образование, дослужиться до офицера в голландском флоте и побывать в тюрьме испанской инквизиции. Пережитый опыт не раз помогал капитану выбраться сухим из воды. Вдобавок Блад бегло говорит на испанском и обладает нехарактерной для ирландца внешностью смуглой кожей и врожденным изяществом, потому его легко спутать с испанским капитаном, а такая ошибка может стать смертельной для противника. Хотя многие приключения Блада позаимствованы из биографий реальных пиратов Генри Моргана, Жана Батиста дю Касси, а также Генри Питмена, хирурга герцога Монмута, он далек от настоящих корсаров. Блад – пиратский рыцарь, он всегда держит слово, помогает женщинам и детям и никогда не проявляет неоправданную жестокость. Он изобретателен, склонен к самоиронии, а в моменты принятия судьбоносных решений сохраняет ледяное спокойствие. Капитан Харлок. Корабль Аркадия. История. Хотя Харлок – космический пират, он едва ли отличается от вымышленных морских собратьев. Он умен, находчив, верен принципам, а также отличный пилот и воин. Харлок не захотел подчиниться инопланетным захватчикам, взявшим под контроль Землю, и выбрал путь изгоя, став последним защитником человечества. В одной из схваток с гуманоидами он потерял глаз и стал еще больше походить на стереотипного пирата. Несколько шрамов и развивающийся за спиной плащ дополняют образ молчаливого капитана Харлок, больше похож на романтического героя лорда Байрона, чем на реального пирата. Мир повидал немало пиратов кровожадных и справедливых, азартных и расчетливых, успешных и не очень. И это только малая их часть страницы потертых книг, исписаны тысячами захватывающих историй. Вот такими у нас получились жуткие факты о пиратах. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, делитесь своим мнением о ролике, может быть, вы знаете еще какие-нибудь интересные факты о пиратах. Благодарим за просмотр этого видео и просим подписаться на канал Книги, Истории, Факты и нажать на колокольчик. Вам наверняка понравится. Мы расскажем еще много интересного и познавательного. Просим вас, при возможности, помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать нас на Бусти.